Друзья, приветствую вас. Выпуск выходного дня. Давайте посмотрим, какие изменения произошли по сотам SFTC, по позициям на форсе МВБ и что ждать, каких движений по рынку в связи с этими изменениями. Так, друзья, ну вот календарик. Давайте начнем с количества буровых по версии Baker Hughes, активных буровых. Но вот видите, нефть 70 уже считай, а все зависло в районе 310. Но по моим подсчетам где-то и должен быть диапазон 290-310-315. Потому как вот эти вот пузыри, которые здесь были, с моей точки зрения, это избыточные мощности, которые возникали в силу того, что шли инвестиционные потоки в эту область. Так, далее то, что касается британского фунта, паунда. Но смотрите, вот эти данные здесь приводятся позиции так называемых нон-коммерсов, то есть спекулянтов, упрощенно говоря. Что мы видим? По фунту произошло снижение. Было 36 тысяч, стало 34 тысячи. То есть по фунту ожидают, что фунт будет снижаться против доллара США. Так, по алюминию здесь существенных изменений нету. То есть цены на алюминий, предполагается где-то на том уровне, на котором есть, они будут находиться в боковике. Так, далее данные по меди. По меди пошло значительное снижение. То есть здесь пузырь сдувается, судя по тем движениям, которые произошли. Так, друзья, но здесь если переходить к графику, то на самом деле вот это снижение, которое пошло, это пока идет всего лишь сдутие пузыря. То есть никаких критичных изменений для мировой экономики, с моей точки зрения, исходя из динамики изменения сот по меди, не происходит. Почему? Ну, здесь как бы нормальное значение, это где-то в районе 40. То есть мы до 40 не дошли, мы сдулись до 15, но на самом деле, я думаю, здесь ничего страшного не происходит, хотя из меди идет все-таки отток, как ни крути. Но если переходить на недельный график, недельный таймфрейм меди, то что мы видим? Нефть пыталась развернуться ранее, но этот разворот не привел к тому, что котировки начали падать, и она на текущий момент консолидируется на хаях. Так, друзья, далее позиции по нефти. По нефти произошел рост. Было 519, стало 537 тысяч. То есть спекулянты верят в то, что нефть, она будет либо расти на 75, либо, по крайней мере, она будет находиться на достигнутых значениях. Так, друзья, переходя на недельный таймфрейм по нефти, на график, что мы видим? Да, здесь неделька, есть попытка разворота, но эта попытка разворота, она, наверное, пока еще слишком рановато для того, чтобы реализоваться. Мы устойчиво пробили одну цель, здесь закрепились, и для того, чтобы развелось какое-то снижение более или менее адекватное, я думаю, наиболее вероятно надо потестить вот этот уровень 76,6, который находится здесь вверху. Критерий того, что этот сценарий не сработает, это коррекционный откат и проторговка под вот этим уровнем, который 66.25. В том случае, если развивается более сильное движение с пробоем 61,5, то здесь тогда наиболее вероятно вот этот растущий тренд, он заканчивается и начинается полномасштабное снижение. Судя по позициям спекулянтов, нон-коммерсов, на предстоящей неделе ожидается движение с целью потестить 76,6. Да, здесь на недельном таймфрейме разворотная формация, но пока не пробит сильный уровень, скорее всего здесь будет либо консолидация в этом диапазоне, либо дальнейшее движение с целью отработать вот этот уровень. Так, друзья, далее золото. По золоту спекулянты режут лонги. Лонги неукоснительно падают. Но и судя по такому движению, предполагается, что будет дальнейшее движение вниз в золоте. Но смотрите, золото оно стоит немножко особняком, особенно от нефти. С одной стороны оно привязано к индексу доллара, с другой стороны там есть свои скрытые подводные течения. Давайте пока по золоту мы немножко отложим этот вопрос. И то, что касается золота, мы будем мониторить в ежедневном формате. Потому что там не все так однозначно, хотя здесь, судя по позициям спекулянтов, они делают ставку на то, что золото пойдет вниз, и после того, как пробьет
1766 уйдет на 1700. Вот. Там есть определенные вопросы к динамике движения. И поэтому все-таки по золоту, я думаю, нужно, что называется, на живую смотреть. Так, друзья, далее NASDAQ. По NASDAQ спекулянты сократили шорты. Но здесь говорить о том, что все стало хорошо, можно будет только при пересечении нулевой линии. Но на самом деле тут, несмотря на то, что набраны шортовые позиции, я думаю, здесь это не столь страшно, потому что NASDAQ очень сильно рос и он перегрет. И поэтому, ну, здесь, в общем-то, я свою точку зрения озвучивал ранее, что все-таки здесь больше похоже на то, что немножко выпустили пар и просели. С учетом того, что приняли стимулирующие меры, я думаю, здесь будет все-таки продолжение консолидации и движения в боковике. Хотя, конечно, мы так выросли, что самое время припасть хотя бы процентов на 15, на 20. Но я думаю, наверное, все-таки это не на предстоящей неделе будет. Хотя, друзья, может быть, все-таки и действительно будет какой-то серьезный движняк на предстоящей неделе, потому что вот помечено у меня в календарике, что 17 марта решение по процентной ставке ФРС США. Ну, конечно, здесь вероятность того, что ставку будут увеличивать, она крайне мала. Крайне мала, потому что такое действие, оно, ну, во-первых, может происходить только на фоне каких-то уже явных сигналов о том, что пошла инфляция неконтролируемая, это раз. Во-вторых, это просто приведет к тому, что рынки, они сдуются моментально. На Западе все сбережения, благосостояние завязано на рынке ценных бумаг, и поэтому такого никто просто так не допустит. Вот. Поэтому здесь, я так думаю, будет просто вопрос риторики, как и что озвучит, как что Пауэлл скажет. Но вот это решение, оно, несомненно, будет весьма волатильно и для золота, и, возможно, для индекса доллара. Ну и если смотреть на недельный график NASDAQ, то здесь пока, в общем-то, вероятность того, что пойдет резкое движение вниз, я думаю, она не столь большая. Вот здесь ключевой уровень 12500, 12400. Но если он устойчиво будет пробит, то тогда как бы уже деваться, скорее всего, будет некуда. И движение, которое пойдет, оно в диапазон 11000, 10800. Я думаю, по дневному таймфрейму может очень быстро произойти. Вот. Но я все-таки, исходя из недельного таймфрейма и дневного, думаю, что здесь больше вероятность того, что мы либо уйдем в консолидацию вот в этом диапазоне, либо даже попытается он отскочить на 13950. Так, друзья, далее природный газ. Природный газ. Ну, смотрите, холодная зима, какой бы она холодной ни была, она подходит к концу. И поэтому спекулянты убирают лонги по газу. Они ждут, что цена на газ будет все-таки двигаться вниз. Так, далее S&P. Но S&P мы каждый день смотрим, иногда по 2 раза. Здесь, смотрите, здесь ожидание такое, что по S&P будет консолидация. Никто сейчас не ожидает того, что он сильно пойдет вниз. Но вот это изменение по S&P, оно говорит о том, что ожидают консолидацию в районе достигнутых значений. Я все-таки придерживаюсь точки зрения, что S&P в наибольшей степени отражает то, что происходит. Не Dow Jones, не NASDAQ, а именно S&P. Потому что S&P это сбалансированный индекс. Dow Jones это типа то, что старое, то, что иногда называют ржавый пояс. NASDAQ это то, что как ракета летит впереди. И именно баланс мост между этими двумя состояниями, это как раз S&P. Вот, поэтому если начинает NASDAQ припадать, это не значит, что рынок развернулся и он будет падать. NASDAQ очень сильно вырос, и в любом случае, даже если происходит консолидация на достигнутых значениях, он и проседать будет сильнее остальных. Так, друзья, далее серебро. По серебру также вышли из лонгов, то есть ожидают дальнейшего снижения. Но обычно в районе заседания ФРС происходят существенные движения по драгметаллам. Так, друзья, ну и вот, переходя к тому, что нас волнует всех в наибольшей степени, это рубль и евро. По рублю американские спекулянты делают ставку на то, что рубль будет продолжать ослабляться. По евро также делают ставку на то, что идет отток из евро. То есть лонги разгружают.
Но смотрите, на самом деле вот это изменение по рублю, оно совершенно не показательно. Потому как здесь можно о каких-то изменениях говорить только в том случае, если пересекли нулевую линию. То есть до этого были мощные движения, там измерялись десятками тысяч позиций. Здесь как бы оно все идет, колебания в районе нуля, и поэтому здесь, я думаю, не показательно вот это изменение. Ну да, там кто-то сделал ставку на то, что рубль будет ослабляться. Там есть другие факторы, которые в данной ситуации более показательны. А вот по евро, да, по евро здесь как бы развивается тенденция на снижение к евро. Вот, я думал, там еще один будет заход на рост евро, но на текущий момент ситуация складывается таким образом, что наиболее вероятно этот заход на рост евро к доллару, он не состоится и будет либо консолидация на текущих значениях, либо проседание евро к доллару. Ну и проседание евро к доллару это и есть негатив для рубля, потому что если из евро выходит, то здесь как бы это дополнительное давление на рубль создает в силу различных экономических взаимосвязей. Так, друзья, есть вот такая штука соты по биткоину. Так, но здесь вот нон-коммерсы немножко увеличили шорты, но на самом деле, я думаю, здесь это не показатель, скорее это хеджирует просто кто-то свои позиции. Далее сота на индекс доллар. Здесь нон-коммерсы, они же спекулянты, режут шорты, то есть делают ставку на то, что индекс доллара будет расти. Далее иена. По иене идет снижение лонгов, то есть тоже ожидают просадки иены. Ну, тут ситуация, она похожа с британским фунтом. Так, далее канадский доллар. В общем-то, во многом его поведение, оно схоже с рублем. Ну, там, конечно, есть определенные отличия, но они достаточно близко порой себя ведут. По канадскому доллару режут лонги, то есть ожидают, что канадский доллар будет снижаться. Нефть находится на локальных хаях, но здесь, смотрите, здесь поток капитала направлен таким образом, что заходит в долларовые активы. И, соответственно, идет и рост индекса доллара. Так, друзья, ну хотел повторно обратить ваше внимание, что вот эти вот позиции, это нон-коммерсов, то есть то, что принято считать спекулянтами, здесь публикуются изменения, ну, вот в тысячах единиц. Есть устойчивая корреляция относительно того, что если растут позиции, то есть увеличивают лонги, то либо первая половина следующей недели, либо вся неделя проходит под знаком роста актива. Такая зависимость есть, но нельзя сказать, что она всегда железно срабатывает. Но, как правило, это где-то от 70 до 80% очень часто. Даже если не будет в конце недели закрытия с ростом, то, по крайней мере, в течение недели будет какой-то задерг вверх или вниз в соответствии с тем, что происходит по сотам. Конечно, иногда как бы здесь случаются раскорреляции, но на то он и рынок. Всегда как бы есть какая-то неидеальность. Далее, на что хотел обратить внимание, напоминаю, вот эти позиции, это фиксируются позиции во вторник, но результаты о них докладываются в пятницу. Но, тем не менее, все равно определенная корреляция, несмотря на то, что здесь есть временной лаг, она все равно имеет место быть. Так, это то, что касается сот. Это у нас заряд бодрости на неделю. Давайте посмотрим более короткую динамику, то, что связано с форсом МВБ, и то, что очень часто оказывает влияние на движение на следующий день, то есть в данном случае в понедельник. Так, это у нас то, что происходит по фьючерсам на форсе. Изменение позиции, изменение цены. Давайте начнем с РТС. Так, ну по РТС здесь боковик, тут все цели выполнены. Предполагается, что какое-то время нужно колебаться и смотреть за тем, что происходит в нефти и на других рынках. Сбербанк, вот здесь я смотрю, набрали для продолжения движения наверх. Во-первых, шорты порезали, это раз. Во-вторых, на споте там были очень интересные сделки во второй половине дня. Поэтому по Сбербанку, если по РТС предполагается консолидация, боковик, то по Сбербанку предполагается, что в понедельник будет движение наверх. А вот по Газпрому обратная ситуация. Здесь по Газпрому ждут коррекционного отката. ГМК здесь нарастили шорты, ну немножко 24, по-моему, не доработали. Вот, но тем не менее, судя по изменению позиции, здесь ждут, что ГМК немножко просядет в понедельник.
Опять же, обращаю внимание, вот это движение, оно не значит, что весь день там будет что-то падать или что-то расти. Может быть короткий задерг в этом направлении и потом изменение тенденции. Но опять же, задерга может и не быть. Это не депозит в Сбербанке, это рынок. Так, далее сишка, фьючерс рубль-доллар. Здесь ставка на то, что доллар к рублю будет расти. Евро-рубль, аналогичная ситуация. Ожидают, что евро будет к рублю укрепляться. Евро-доллар. А вот здесь ставка на то, что евро будет расти к доллару. По сотам ситуация обратная. Но соты у нас действуют неделю, а здесь у нас действует один день или даже полдня. Британский фунт, но здесь устойчивая ставка на то, что фунт или паунд будет проседать к доллару. Друзья, ну вот все, основные моменты разобрали, какие движущие силы на неделю, на понедельник. Желаю вам хорошо отдохнуть, набраться сил, наторговать много денег на следующей неделе. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube и Telegram канал. До свидания.